В России рассказали, когда закончат войну, Зеленский раскрыл планы на дальнобойное оружие, а в Европе готовятся к большой войне. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Командир кадыровцев призывает россиян рожать, с чем связано требование Алаудинова иметь как минимум по 5 детей. Когда закончится война и затянулась ли она? В Кремле высказались о сроках завершения вторжения. Обсудим результаты опроса вместе. Инструкции на случай войны. Европа готовится к худшему сценарию. Что известно о плане, который начали рассылать европейцам? Друзья, всем доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Также оставляйте свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Швеция готовится к наихудшему сценарию и рассматривает возможность большой войны. Гражданам страны стали рассылать специальные инструкции, в которых расписан план действий на случай кризиса или же боевых действий. Это вторая информкампания со времен Холодной войны. В шведском агентстве по чрезвычайным ситуациям отмечают, что предыдущая инструкция, которая была выпущена в 2018 году, на сегодня уже немного устарела, в том числе из-за войны, которую начала Россия против Украины. Кроме того, в Стокгольме считают, что нынешняя ситуация в сфере безопасности дает четкое понимание, что необходимо уделять больше внимания подготовке к военному сценарию будущего. Это более серьезный тон, который гораздо яснее говорит о том, что нам действительно нужно готовиться к наихудшему сценарию – военному. Не то, чтобы мы обязательно думаем, что война будет, но нам действительно необходимо иметь такую готовность и вовлекать в нее население. Мы считаем важным учитывать возможность ядерной войны и использования ядерных бомб, не только потому, что Россия говорит об этом и иногда практически угрожает применением ядерного оружия. Важно включать эту перспективу, повышать осведомленность людей и давать советы о том, как можно защитить себя в такой ситуации. В Варшаве считают, что Россия остается одной из важнейших угроз для безопасности Европы и для мирового порядка, а цель Кремля – окончательное разрушение всей архитектуры безопасности ЕС. В этом уверен министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. В то же время глава МИД Франции говорит о проблемах Путина. Спустя 1000 дней после начала этой агрессивной войны России против Украины, прежде всего бросается в глаза то, что Владимир Путин не смог достичь целей, которые он поставил перед собой в феврале 2022 года. Истощив ресурсы своей страны в ходе этой войны и задушив ее экономику до такой степени, что она вынуждена искать солдат в Северной Корее, он не в состоянии мобилизировать силы в пределах своих собственных границ. У Путина рассказали, когда может закончиться война и почему так называемая специальная военная операция не завершилась так быстро, как планировали в Кремле. На вопросы журналистов из Индии решил ответить Песков. Когда все это началось против киевского режима, и сейчас это продолжается как война между Россией и НАТО. Вот почему это заняло немного больше времени и продлится еще немного. Я не думаю, что возможно ответить на вопрос, когда она может закончиться, когда это может подойти к концу. Но единственное, что я могу вам сказать, это закончится, как только мы достигнем наших целей. Напомню, что НАТО не воюет против России. К тому же буквально в начале 2024 года, когда западные лидеры заговорили о возможной отправке войск Альянса в Украину, в России заявляли, что такие действия приведут к тому, что Запад станет прямым участником конфликта со всеми вытекающими последствиями. Это была цитата. Песков, судя по заявлениям, просто не смог признать то, какие колоссальные потери понесла РФ благодаря действиям ВСУ. Блицкриг не удался. Когда закончится война и что для этого необходимо? Накануне, в 1000-й день полномасштабного вторжения России в Украину, мы провели опрос среди подписчиков нашего телеграм-канала. Как скоро может наступить мир? Варианты предложили такие. Война закончится после инаугурации Трампа. Второй – война затянется на десятилетие. Следующий – это лишь начало. Впереди Третья мировая.
Четвертый вариант звучал так. Война будет завершена на рубеже 2025-2026 годов, согласно прогнозу Кирилла Буданова. Напомню, что глава украинской разведки говорил, что к этому времени Россия сама хотела бы завершить войну, потому что с лета 2025-го у нее начнутся серьезные проблемы в экономике и возникнет необходимость мобилизации. И последний вариант – ваше мнение в комментариях. Интересно, но 3 варианта набрали практически одинаковое количество голосов. Меньшая часть из опрошенных верит в то, что война может затянуться на десятилетия. Результаты вы видите сейчас на экране. А с каким вариантом согласны или же не согласны вы? Напишите в комментариях. Почему? Командир кадыровцев Апти Алаудинов призвал россиян рожать. Говорит, что от этого зависит будущее России. Алаудинов говорит, что в российской семье должно быть минимум 3 ребенка, а лучше, если будет 5. Хотим, чтобы у нас в стране все было хорошо. Русские, начните рожать. Рожайте детей, пожалуйста, это нам нужно. Это наша стратегическая задача номер 1. Не думайте об СВО. СВО мы уже выиграли. Кто бы что ни говорил, какие-то там, кто-то разрешил бить вглубь там чем-то. Ну и сколько их у них, этих ракет, сколько у них чего. Ничего это не меняет. Самое для нас с вами важное – это сделать все для того, чтобы население нашей страны росло, чтобы демографическая ситуация в стране, она была в разы, как говорится, лучше. Алаудинов признался, что с такими агит-речами выступил и в одном из вузов Курска. Кстати, в последние дни в России активно призывают женщин рожать. Депутат Госдумы РФ от Курганской области Александр Эльтяков, напомню, заявил, что женщины РФ должны это делать, далее цитата, «пока рожалка работает», конец цитаты. Как считаете, с чем связаны такие призывы? РФ нужны солдаты для будущих войн? Какое объяснение найдете таким заявлениям? Поделитесь своим мнением под этим видео. Зеленский тем временем также говорит о том, что России не хватает людей, в первую очередь на фронте, а потому численность северокорейских войск, размещенных на территории России, которая уже достигла 11 тысяч, может увеличиться в 10 раз. Сейчас Путин направил 11 тысяч северокорейских военнослужащих к границам Украины. Этот контингент может вырасти до 100 тысяч человек. Кроме того, Зеленский по сути подтвердил, что Украина получила разрешение на дальнобойные удары. Он добавил, что ВСУ теперь смогут уменьшить военный потенциал РФ, где бы он ни находился. Эксперты по безопасности тем временем считают, что украинские силы обороны будут использовать дальнобойное западное оружие, в том числе для ударов по войскам КНДР в Курской области. О том, насколько важны такие удары и о решении США, мы поговорили с бывшим министром обороны Грузии, который вспомнил о том, как действовали Соединенные Штаты в 2008 году во время войны РФ против Грузии. Это решение напрашивалось давным-давно. В Украине идет полномасштабная война, это не какой-то локальный конфликт. Вот когда в 2008 году по приказу Джорджа W. Буша в Черное море вошел флагман 6-го флота, а из Иордании Геркулесы приземлились в аэропорту Грузии, и из Ирака Геркулесы перевезли наши бригады, которые воевали в Ираке, а истребители закрыли небо Грузии, тогда российская армия остановилась. И всем, еще раз я хочу подчеркнуть, надо понимать, что единственное, что уважает Россия, это сила. Это сила, это абсолютно, никого не хочу обидеть, но это страна, которая осталась в Азии, которая осталась во времена Чингисхана. Эта страна воюет только для того, чтобы разрушить. В Грузии требуют вновь провести парламентские выборы. Оппозиция и граждане страны по-прежнему не признают результатов выборов, которые прошли 26 октября и согласно которым победила правящая пророссийская партия «Грузинская мечта». Результаты этих выборов оппозиционеры называют сфальсифицированными. Лично я сам, я также был наблюдателем, и вместе со своими коллегами мы наблюдали и были свидетелями такого абсурда на выборах, что мы просто не можем этого признать. Вот почему мы здесь, и мы просим международное сообщество поддержать нас. В противном случае, я не знаю, что будет в Грузии. Вряд ли будет что-то позитивное.
Напомню, что 19 ноября грузинская полиция разогнала акцию протеста и ликвидировала палаточный городок митингующих в центре Тбилиси. О том, какие планы у оппозиции, мы спросили у бывшего министра обороны Грузии, члена Политсовета Единого национального движения и главы стратегической коммуникации этой партии. Оппозиция отказалась брать мандаты, входить в парламент. Несмотря на это, 25 ноября назначена первая сессия парламента, который был в результате вот таких выборов избран. Сейчас у оппозиции очень простая техника, тактика. Это не является какой-то военной тайной. До 25 ноября будут проводиться в разных локациях акции, в том числе многочисленные и малочисленные. Оппозиция прекрасно понимает, что позиционная борьба, скажем так, борьба, привязанная только к одному месту, всегда идет в пользу правительства, у которого намного больше ресурсов технических, специальная техника и так далее и тому подобное. Поэтому была избрана единственная правильная тактика ведения протеста. Это мобильные акции, происходящие в разных частях. Нынешняя предвыборная кампания в Беларуси сопровождается массовыми репрессиями. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна». В республике традиционно привлекают административный ресурс, а также применяются традиционные методы давления, угрозы увольнения, выселения из общежития и прочее. Кроме того, проблемы могут быть и у тех белорусов, которые не поставят подпись в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Лукашенко, сообщают правозащитники. Тем временем в Демсилах Беларуси говорят, что сейчас важно открыто и громко говорить о том, как действует режим Лукашенко. Об этом заявила Светлана Тихановская во время своего визита в Эстонию. Белорусские проблемы – это не повседневные проблемы народа Эстонии. Они не концентрируются на этом, и это понятно. Люди даже не сосредотачиваются на войне в Украине, хотя Россия продолжает бомбить Украину. Режим Лукашенко продолжает задерживать, избивать и устраивать облавы на невинных людей. Поэтому моя задача – объяснить, почему участие в кризисе в нашем регионе важно и для Эстонии. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой лайк и комментарий. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.